Ну что, сегодня не совсем обычный ролик для последнего времени будет, если я в основном делал ролики про нейронки. Сегодня будет ролик про мое мнение о микрофоне Fifine AM8. Если вы пришли за нейронками, просто пропускайте, следующий ролик будет про нейронки. А я перейду к мнению. Почему я решил записать этот ролик? Потому что отдаю этот микрофон в хорошие руки. Уверен, что человеку, которому я отдаю этот микрофон, он пригодится, и он найдет ему хорошее применение. Ну, а мне, чтобы с ним спокойно расстаться, хочется подвести какое-то резюме, рассказать про плюсы, минусы, которые я получил при работе с этим микрофоном. Может быть, кому-нибудь это будет полезно. Я рассказываю, как всегда, с точки зрения своего опыта. Я здесь очень новичок в плане этого всего аудио. Если вы знаете что-то, знаете, как решить какие-то проблемы, с которыми я сталкивался, пишите, будет очень интересно, потому что, может быть, я не только на этом микрофоне, но и на каких-то следующих, которые буду приобретать, с такими же проблемами столкнусь. Ну, а мы переходим к плюсам сначала. Самый большой и сильный плюс, который есть у этого микрофона, это вот этот вот поп-фильтр. Ну, даже не поп-фильтр, это ветрозащита, которая очень хорошо справляется со своими задачами. Клоунский нос его еще называют. Можно прям вплотную к этому микрофону быть, разговаривать и в большинстве случаев не пробивать аудио. То есть прям утыкаться в микрофон, что прекрасно, на мой взгляд, и это круто. И тут же можно перейти к первому минусу. Это то, что мне пришлось так делать, потому что когда я пришел буквально из магазина, подключил этот микрофон к компьютеру по USB-C, который в комплекте шел. Ну, у него тут с одной стороны C, с другой стороны Type-A USB. Я понял, что даже на 100%, когда я выкручиваю регулировку громкости, мне не хватает уровня звука, который я получаю с микрофона. То есть меня не слышно достаточно. Я больше слышу шума, чем своего голоса. Ну, понятно, что есть соотношение какое-то, конечно, голос я слышу, но просто недостаточно сильно я хорошо слышу свой голос. Меня эта ситуация несколько удручила, что усилитель, который по Type-C у меня такой слабый оказался. Я не знаю, может быть, это дефекты, которые я буду сейчас перечислять, они специфичны только для моего экземпляра, но, может быть, кому-то все-таки будет полезно знать, что такие ситуации бывают. Вот, поэтому пришлось очень плотно говорить к микрофону, чтобы нивелировать проблему того, что громкость достаточно низкая на выходе получалась. Кроме того, этот усилитель ловил шумы, которые от светодиодного вот этого вот замечательного колечка сзади. При определенных цветах подсветки этой немножко шумы появлялись на записи. Они не такие прям критичные, то есть их можно убрать, но все равно надо понимать, что корпус вот такой компактный, и усилитель все-таки часть вот этих шумов от светодиодов наводок получает, что не очень приятно. Вторая проблема, которая есть, это то, что усилитель ловил и ловит, дальше продолжает сейчас, шумы от моей видеокарты. Я записывал игры, и этот микрофон закупал для того, чтобы как раз записывать игры. Но, как оказалось, когда у меня видеокарта на 100% врубается, микрофон начинает вот наводки с видеокарты ловить, и звучит это как жужжание жуков. Я лучше это не смогу сформулировать. Я сделал отдельный шортик на эту тему, назвал его «Помехи у Fifine AM8». Если что, посмотрите, я там ссылочку в описании приложу, как это звучит, как в моем случае я там включал тест Furmark, и было слышно наглядно, как в худшем случае жужжит микрофон. Очень неприятная история, но, тем не менее, можно, конечно, от нее избавиться шумодавом. Но это требует дополнительной работы, и качество звука потом падает. Еще одна вещь, с которой я столкнулся и которая была проблемная, это стандартная поставка
этого микрофона. То есть он на вот этой ножке, сейчас он у меня тут на пантографе стоит, но он вот на такой ножке вставляется с его стандартной рогаткой, вот этой, которая держит его, металлическая. Она не имеет никакого адекватного способа, чтобы снять вибрации, которые есть на пантографе, например. И поэтому все, что у вас есть, и тем более на ножке на такой, поэтому все, что у вас есть из шумов, вибрационного шума какого-то, оно все будет попадать сразу на микрофон. До этого у меня был Fifine A8, вот такой микрофон, вот он, здесь видите, как он болтается? Вот там видно должно быть сейчас. Там резиночки прям такие внутри есть. Это хороший, нормальный паук. Вот это подходящий микрофон для того, чтобы снять шумы и вибрации. К слову, А8 конденсаторник, вот этот, очень рекомендую, если вы хотите какой-то просто микрофон купить себе, чтобы просто, не знаю, созваниваться. Вот очень хороший микрофон, очень рекомендую. Но он конденсаторник, если что, учтите это. Так вот, здесь в комплекте поставки никакого такого вот паука, ничего, ненормального подвеса внутри. Обычно для такого форм-фактора вот этого стримерского типа SM8, SM7B микрофона там внутри подвесы какие-то делают, чтобы капсуль немножко в подвешенном состоянии был, чтобы он как раз шумы, вибрации на себя не брал. Здесь такого нет. Он здесь в жестком исполнении, то есть все, что есть, вот все, что со стола, вот это все приходит сразу потом через эту рогатку в корпус, и корпус передает на капсуль. И это все прям к вам в файл летит. Чтобы решать эту проблему, есть вот такой паучок, напечатанный на 3D-принтере энтузиастами. Спасибо большое людям, которые этим занимаются, и на маркетплейсах можно найти такой паучок. Я даже делал блогпост про это, писал, какое замечательное это решение для этого микрофона, потому что в целом микрофон-то звучит более-менее, но проблема шумов, она тоже ярко выражена здесь. Я думаю, что вот если с остальными вещами, с усилителем, который проблема есть, то, что он ловит помехи, и то, что он такой слабый, это может быть конкретно этого экземпляра проблема, с вибрациями это однозначно проблема не только моя и не только моего экземпляра. Это прям распространенная универсальная проблема. Вот так вот он выглядит в этом пауке. Я не стал сейчас его одевать, потому что он массивный достаточно, этот паучок, и он мне просто перегораживает поле зрения, я поэтому не очень люблю им пользоваться. Но в целом, если вот именно этим микрофоном пользоваться, вот такой паук, это must have просто. Почему? Потому что вот тут есть пример. Сверху записанный аудиофайл с стандартной рогаткой, со стандартным комплектом поставки, но на пантографе. Второй снизу аудиофайл – это записано именно вот в таком вот паучке. Как видите, сверху, чем более светлая часть на картинке, тем больше, громче звук в этом частоте. Снизу низкие частоты, сверху высокие частоты. Тем более темные части, черные, тем меньше там было звука какого-то и снято. Как видно, вот на этом спектре есть прям постоянный шум, гул моих вентиляторов на корпусе. Чтобы вы понимали, сейчас вот веб-камера у меня стоит прямо на моем корпусе вот этом для ПК, и он на столе у меня стоит. У меня, к сожалению, не очень много места в плане житья-бытия. Типичная квартира старая. Но, тем не менее, вот как-то надо выкручиваться, и вот ставлю на стол компьютер, а из-за этого вот на эту рогатку, через эту рогатку микрофон снимает эти шумы от вентиляторов с компьютера. Ну, ужасно просто, на мой взгляд. Кроме того, вот видно, я здесь делал удары. Я бил пальцем по пантографу, вот так, а потом по столу бил. И видно, насколько сильные удары эти. Ну, я старался с одной, это не прям научный тест, понятное дело, но я старался с одной степенью силы бить по пантографу и по столу, и видно то, что разница есть большая достаточно. На более высокие частоты не смотрите, вот это я что-то там пошуршал, что-то еще сделал, вот здесь вот тоже пошуршал. Здесь именно вот этот вот удар, сила ударов, то какие большие или маленькие шлейфы, насколько они по всему спектру разбежались потом в плане звука эти удары или нет. Ну, то есть видно, что снизу ситуация значительно лучше. Снизу просто тише получилась запись. Вот.
И это значительно лучше, поэтому такой паучок вот очень рекомендую приобрести, если у вас он есть, и вы готовы смотреть на него. Я не готов, поэтому я в итоге от Fifine AM8 ушел. Мне он не подошел, поэтому в целом вся вот эта купа проблем с усилителем, который снимает эту дурацкую подсветку вот э, наводки от этой подсветки, то, что он снимает шумы, которые появляются от видеокарты. И шумы не в смысле звука, а шумы в смысле каких-то наводок, жуков каких-то летящих. То, что недостаточный уровень громкости получается, то, что есть вибрационный шум вот этой рогатки. Это все вкупе создавало ситуацию, когда качество звука было очень плохое. И, наверное, апогеем этого вот плохого качества в моем случае стали записи демо-ран, которые я делал в начале. Я там пытался еще последний раз пытался спасти как-то этот микрофон, пытался что-то сделать с аудиозаписями, но просто вот Unity 5, видеокарта разогревается, все, летят жуки-мужики, как я вот в этом ролике, в этом шортике помехи у Fifine AM8 показывал. Вот это вот все, оно превращает голос в какую-то... роботизирует его, очень низкое качество делает, так что меня иногда даже нормально не слышно. Я и так-то говорю не очень хорошо, у меня есть проблемы с произношением определенных слов, и надо больше учиться как раз артикуляции того, как говорить слова. Но в данном случае это просто ужасно было. В общем, этот микрофон не для меня. Я понял его проблемы, я постарался с ними побороться, но не смог их перебороть. Сейчас я записываю через XLR интерфейс. XLR интерфейс частично нивелирует проблемы с точки зрения, например, того, что подсветка не включена, когда XLR работает. И уровень громкости можно поставить больше. Ну, то есть я могу выкрутить ручку гейн, у меня сейчас прям она почти на максимуме стоит, чтобы было хорошо меня слышно. И таким образом получить лучше качество. Плюс по XLR, конечно, нету вот этого встроенного усилителя, который шумный сам по себе, и поэтому шумов в принципе из коробки меньше. Но помехи, которые были от видеокарты, все так же остаются. К сожалению, вот не решается эта проблема. Я перешел на другие микрофоны, я знаю, что это не лучший вариант, я знаю, что это плохой микрофон сам по себе, и можно что угодно про него говорить, что он плохой. Вот Behringer XM8500, дешманский микрофон, вот я его в подвес такой поставил, чтобы он тоже не шумел, ни вибрации не придавал. Замечательно справляется со своей задачей. У него есть, конечно, своя цветность, что называют, свой звук. Он очень любит выпячивать низы и верха, при этом середина у него такая не сильно выраженная. У AM8 очень выраженная середина как раз. Он хорош для того, чтобы, конечно, голос передавать. Вот этот микрофон хуже для этого подходит, чтобы именно записывать такие видео. Но он полностью металлический, дешманский, и он так не снимает шумы вот эти вот, которые слышно на Fifine AM8 от видеокарты. За что, конечно, он просто выигрывает в моих глазах, потому что, ну, смешно. Он стоит дешевле, чем AM8. Конечно, нужен XLR интерфейс, но тем не менее. Он дешевле все равно. Он цельнометаллический, может быть, это играет роль, потому что здесь-то пластиковый корпус, а здесь металлический. Он тоже снимает часть этих наводок, но они настолько незначительны там. В Fifine AM8 они руинят всю аудиозапись. Такие вот дела. Еще я попробовал там конденсаторники другие, но это уже тема для другого разговора. Если что, могу рассказать. Не думаю, что это прям будет супер интересно. Если что, пишите. Вот. Ну, а мои итоги такие, что микрофон интересный. Он действительно, наверное, кому-нибудь подойдет, но для конкретно моей ситуации, возможно, это проблема конкретно моего экземпляра. Есть шумы, есть помехи, есть проблема. И я с ним поэтому расстаюсь. Вот. Как-то так. Ну, а на этом все. Вам спасибо огромное за внимание. Если что, пишите опять же мне по этому поводу. Может быть, я где-то ошибаюсь. Или у вас такие проблемы есть, тоже напишите, чтобы я знал, что, например, это не только мой экземпляр. Вот. С удовольствием пообщаюсь. Еще увидимся. Пока.